Привет, дорогие друзья! И сегодня у меня в гостях Алексей. Привет. Алексей, привет. Алексей Беляков, мой партнер, наш главный движитель Рустехтрав, то есть руководитель проекта «Русские травы» внутри нашего глобального проекта «Мой чай.ру». И Алексей только что вернулся из глобального путешествия за свежими травами, потому что сейчас середина лета, самый сезон, и проехал. Расскажи, как ты проехал. Мы ездили в первую экспедицию в этом году. Она была на юге России. Мы заехали в Крым, Белореченск, Ставропольский, Краснодарский край, Кавказ, Волгоградскую область. В этой экспедиции мы собирали именно дикорастущие растения без обработки, которые, поскольку собирают лучше всего растения в первые 2 недели цветения, то вот на юге оно уже началось в полную силу, и мы как раз застали эти моменты и познакомились и навестили в том числе многих травников, к которым мы в том году ездили, да, и в новых интересных ребят, и людей, кто занимается травами профессионально. Поэтому проделана такая большая работа, и будет еще больше. Много новых трав будет вообще. Что, кстати, вот нового, то, что у нас не было в прошлом году? Вот мы подружились уже лично с Артемом из Крыма, из Севастополя, и он делает травы, обрабатывает их. И очень вкусный будет лист шиповника. Ого. Именно лист. И ферментирован? Да, ферментирован. Так двух видов. Он как раз делает, как в Китае делают с чаем. Обжаривают в воке прямо, потом ферментирует, потом еще раз обжаривает. И обжаривает? Да, просто. И получается как шен-пуэр. Я даже, вот многие очень удивляются, насколько интересно. Но большинство, конечно, мы собирали травы просто во время цветения, сухие. Вот будет очень хорошая железница с Димерджи, мы там с несколькими травниками тоже сами пособирали. Это та, которую ты в Ставрополе угощал? Или... Да, которая в Ставрополе. А там вообще так получилось, что мы собирали в тот день, когда была луна, самый лучший день в году для сбора, так все срослось. Ну, интересно. Вообще хочу сказать, что очень хороший опыт сбора трав. Это, во-первых, и приключения, и отдых, и радость, но, с другой стороны, очень сложно, потому что очень тяжелый, да, нужно все много учитывать, и мало того, что иметь желание собрать травы, нужно еще и знать, где они растут. Ну, это большое знание, за 1 год не просто научиться там собирать большие количества. Это огромная работа. Да. Вообще, вот я еще раз скажу тем, кто, возможно, не знает, так же, как я вот езжу по Китаю, по полгода в году провожу, также Алексей вот ездит по России. По Буханке, по самым глубинкам удаленным. В прошлом году тоже несколько экспедиций было. В этом году уже так более углубленно. Да, было и будет. Да, и было, и будет. Слушай, а кого вообще встретили? Вы еще, понял, на Кавказ ездили? Куда? На Кавказе мы были в районе Черкесска. Там в округе очень много трав. И, кстати, там много очень сборщиков. Как нигде, я заметил, там очень много собирают травы. Да, там есть места более загрязненные в окрестности Кавказа. Но мы, конечно, благодаря нашему консультанту Старкову, который геоботаник, да, он нам рассказал, где лучше поискать. И мы были в районе Архиза, в том числе там на водопадах. Сняли интервью с одним из травников, и оттуда мы берем травы, которые просто собраны. У нас такой сбор «Горный Кавказ», да, которые собраны без обработки, свежие, аккуратно высушенные и смешанные. Дополню, знаете, у нас есть второй канал «Чайник Проливаев». Это наш такой запасной канал, где Алексей выкладывает очень много лайв-видео. И там будет много еще более подробного контента из путешествия Алексея за травой, поэтому обязательно тоже подписывайтесь, смотрите. Там уже много видео выложено, каких-то интервью, встреч, самых разных именно по травам. Основные, самые интересные будут уходить на главном канале, вот на этом, а на запасной тоже обязательно подписывайтесь. Там много всего интересного именно от Алексея лично уже. И мы собираем целую команду из людей, которые выращивают травы, заготавливают, собирают, пьют, мешают. И этот труд, конечно, да, большой. И у нас уже есть самые разные поставщики и уже друзья, потому что, как, наверное, ты с Китаем работаешь, я зачастую по сердцу определяю, работать с человеком или нет. Даже и не по цене, там, пускай любая цена будет, но если я чувствую, что мне приятно с этим человеком общаться, что он и с растениями взаимодействует. Как ни странно, у приятных людей и цена нормальная. Ну да, все совпадает, конечно. Не позволяет совесть как бы завышать это. Да, согласен.
И потом качество хорошее тоже, оно не бывает слишком дешевым, потому что на самом деле такие стравы, ведь они очень сильно недооценены. Да. Не сравнивают эту вот аптекарскую историю, да. Я вообще хочу сказать, что есть некие мифы такие, которые я бы хотел опровергнуть, которые касаются трав. Во-первых, многие считают, что травяные сборы, у них нет большой градации качества. Вот так, например, как в китайском чае. Ну да, то есть там вот купил аптечный сбор какой-то там непонятный, вот и важно какой он, да. То есть... То, что может быть одно и то же растение, быть очень разного качества. И это зависит от того, где оно росло, когда собрано, кем, как обработано, как хранилось. И травяные... посушено. Да, и травяные сборы, они очень вкусные. Просто если они невкусные, то, наверное, там что-то не так было. Вам попался плохой. Возможно, так же, как у вас когда-то была вот эта история Пуэр из Ашана. С чаем, да. Не будем ругать никакие бренды, да. Но так или иначе, когда попадается амбросовый чай, все знакомы были когда-то, наверное, с чаем с пакетиков там или каких-то там масс-маркетом, да, и аналогична абсолютно история с травами, вообще, на самом деле, с любым продуктом питания, если так уж более глубоко взять. И, к сожалению, до сих пор, вот как раньше мы, когда с чаем сталкивались, то, что людям невозможно объяснить, что чай может стоить там дороже, что он может быть другой, и что качество чая это тоже очень непростая вещь, и нужно его оценить, выбирать. И также сейчас, походу, нам приходится проделать работу с травами, что вот травы обычные, там, непонятного сбора, перемешанные там с каким-то другим сеном, там, непонятно что, 20 лет пролежавшие там на каком-нибудь складе, там, это одно, а вручную собранные сборщиком, который всю жизнь этому посвятил, это абсолютно другое, да? То есть... Да, конечно, это очень работа трепетная, и вкус может получиться очень тонкий. И ты еще рассказал про продукт питания. Да, это еще один миф, который я хотел бы немножко разоблачить. Травы – это действительно продукт питания, и это не лекарство, как многие к ним относятся. Поскольку у нас травы последние годы продаются в аптеках, у людей сложилось мнение, что вот это лекарство, мне вот его, наверное, только по прописанию врача можно. Общаясь со многими травниками опытными, с медицинскими работниками, хочу сказать, что целеполагание лекарственное в травах может быть, и это имеет огромный потенциал, но исцеление травами – это только сугубо индивидуальная практика. Должен врач, целитель знать человека и лечить. Но если вы пьете травы как напиток, как здоровое питание, да, то он является абсолютно продуктом питания. Если вы не делаете какие-то курсы, специальные практики с травами, то это как полезная еда. И точно так же она полезна для здоровья. То есть, если вы начали есть полезную еду, вы за один прием полезной пищи здоровее не станете, правда? Да. Но если вы будете регулярно питаться правильно, то вы будете себя абсолютно точно чувствовать лучше. И травы – это полезное питание, это вкусная, здоровая это как еда. обновление рациона, то есть так же, как вы питаетесь здоровой едой, там, да, то есть это просто включаете в свой рацион, и оно работает. И про противопоказания тоже хотел сказать, что так же, как и с едой, это ничего особенного нет. То есть это аллергическая реакция бывает. И, конечно, эфиромасличные растения нужно беременным осторожно быть Мяда там, обычно беременные и аллергики, они так знают, что им кушать, что не кушать. В целом я общаюсь с многими людьми, за свой опыт видел, что только у всех очень позитивная реакция организма, и ни у кого никаких не было проблем или противопоказаний, чтобы вот как травы это лекарство. Да, какие-то показания, которые достаточно редки, опять-таки, да, то есть это какие-то аллергии и так далее. То есть, во-первых, всегда смотреть состав, все наши сборы, всегда указано, что там есть, какие травы, если на какую-то из них у вас есть какие-то реакции, но, как мы уже раньше тоже с Алексеем рассказывали, все компоненты, во-первых, подбираются с участием консультантов профессиональных, то есть это и медицинские работники, и травники, которые всю жизнь посвятили, то есть там 20-30 лет, да, уже фитотерапевты, фитопрофилактика, да, вот Яна занимается, с Алексеем постоянно общается в этих целях создания техных сборов, получает от них опыт, и компоненты подбираются профессионально. И кроме того, еще мы смотрим, чтобы там не было каких-то трав, которые могут вызывать резкие реакции, как правило, это травы, такую общую. У нас хоть в России 12 тысяч растений, мы взяли достаточно много, но те, которые не ядовитые, мы их условно назвали чайными травами. И, конечно, это как с ними не стоит особо опасаться. Сборы у нас для широкого круга. Мы делаем их такими, чтобы они были достаточно нейтральными по терапевтическому воздействию. Они просто в целом все хорошо. Есть витаминные сборы, укрепляющие, они хороши просто для вкуса, но если вы будете пить их во время простуды или смены сезонов, это будет очень благоприятно сказываться.
Еще, кстати, моменты, тоже у нас еще отдельно будет об этом видео. Мы же сотрудничаем с Московским университетом пищевых производств, и мы все наши травы и сборы тоже отдаем им на анализ, на проверку, тоже консультируемся по компонентам, поэтому в дальнейшем еще будем углублять исследования в этой области. Да, мы сегодня поедем. Да, как раз сегодня туда поедем, поэтому ждите отдельное видео на эту тему, и мы будем еще более серьезно составлять компоненты на основании уже конкретных, в том числе и общеукрепительных лечебных свойств. Да? Так как все-таки это не лекарство, и мы не аптека, да, не медицинская компания, мы не можем говорить о каких-то тех или иных именно полезных свойствах, но опираясь на знания уже профессионального сообщества, мы можем делать компонентный состав того или иного сбора уже более серьезно, более обдуманно. Вот по поводу пищевого университета мы гораздо шире общаемся с ними. И сейчас вот ты ездишь по Китаю, и ты расскажешь, что на чайном производстве самый главный человек – это чайный технолог. Да, конечно. И у нас сейчас такая затея, мы со студентами 3-го курса работаем, и хотелось бы ввести новую специальность, как чайный технолог на производстве российском, на производстве чая, только чая из трав, травяной чай. И как раз следующая экспедиция, которая сейчас у нас собирается, мы поедем на производство, где обрабатывают травы, там уже ребята проходят практику. У нас, получается, 3 студентов, да, по-моему, или 4? Четверо студентов. 4 студентов из университета пищевых производств, они проходят как раз практику на нашем партнерском производстве. Да, и вот там мы смотрим уже про обработку растений разных, и вот пишут дипломные работы, там не только иван-чай, но обработка яблони, малины, вишни. Ну, там большой список, мы все сейчас это смотрим. Много-много всего еще будет впереди. Сейчас у нас только, так как говорится, начало большого пути. Да, хотелось бы это на такие рельсы поставить с участием университетов, с участием ботанических садов, более возродить как-то эту культуру, чтобы это стало повсеместно. И можно было купить травяной чай не только у нас и в аптеке, но можно было и в любом магазине пищевом, продуктовом, да, чтобы были травы, потому что знание это... о травах в целом поднималось, потому что на самом деле очень много утеряно, и очень много каких-то вот этих мифов, как раз про которые говорил Леша. Я еще вот отдельно хотел добавить по поводу бабы в юбках, да, вот это вот отдельное такое направление, о котором мы говорили вот с Яной Казгорбовской, то, что вот травник это какой-то обязательно там бородатый дед, значит, который там древние знахарские рецепты, там, то есть это все хорошо, и это все причем есть, но как бы мы стараемся собирать все знания, вне зависимости от, скажем так, каких-то предпосылок, откуда они именно произошли. Важно, чтобы это было проверено, чтобы это было научно, чтобы это работало не с точки зрения каких-то там мифов и легенд и рассказов там, да, с точки зрения именно конкретно научных данных о том или ином продукте, да, то есть так. У нас сейчас как раз мы развеем этот миф. В наших чайных клубах стартует небольшая серия лекций от Яны Горбовской, чайной школы «Обитель», на тему «Травник в современном мире». И это как раз будет рассказываться о смеси архаичного и научного подхода. И вообще очень советую посетить эти лекции. Их будет несколько подряд. И я надеюсь, что это будет постоянно у нас. Мы будем звать еще других гостей. Кстати, вот после Кавказа мы вернемся к твоему путешествию, потому что это было, так понимаю, вы поехали потом в Волгоградскую область, да? Мы после Кавказа поехали через Белореченск на производство, там одно трав, которому 50 лет, одно из старейших производств, там тоже будет небольшое видео, они вообще очень широко травы используют. Потом встретились с вами в Ставрополе, а потом поехали в Волгоградскую область, там пойма Дона и уникальные рельефные меловые горы. Вот туда нас позвал Владислав Старков, и с ним мы там очень много посмотрели, прекрасное время провели. У нас будут от него сборы авторские же тоже. Да, там будут сборы именно с тех мест, мы там снимали, там растения кальцифилы, очень как бы обычные и в то же время очень необычные уникальные растения, и будет где-то несколько сборов, которые будут отличаться действительно и по вкусу, и по воздействию, и по качеству, потому что это было собрано, мы покажем, как это все дело. Интересно. Кстати, смотрите, у нас было старое тоже интервью мое с Владиславом Старковым. Это вообще легендарный человек. Он помимо того, что травник с огромнейшим опытом, он еще и змеелов, серпентолог, или как это правильно называется, да, то есть он еще фильм, по-моему, про него снимали достаточно. То есть это такой человек очень широко известный в узких кругах, скажем так. И еще небольшое интервью было на канале Чайник Проливаев с Алексеем, да, и еще будет
большой материал именно из экспедиции. Да, очень красивые места. Мне приятно еще вдвойне, что моя любовь к этому делу позволяет вести экспедиционный образ жизни. То есть жить на природе. Почему я чаем занимаюсь? Без этого никуда. Жажда путешествия, у нас тоже такой месяц был, значит, первую неделю, приехал из Тайваня, потом первая неделя Голландия, потом, значит, мы по всем чайным клубам, 5000 километров, потом в Карелию 3000 километров туда-обратно, и сейчас еще в поход, там, 33 километра пешочком прогуляться. Знакомство, погружение в русскую реальность, помнить вообще Россию, не только про Китай-то. Вот, так что здорово. Слушай, вот потом, после Волгограда, вы уже возвращались, да? Или ты еще... Мы возвращались в Москву и потом съездили еще на фестиваль трав здесь, на буквально этих выходных. Там тоже встретили Замятину Наталью, познакомились с Гудаевой, ее тоже очень опытная травница, интересно, мы к ней съездим еще обязательно на ее, фестиваль. Там тоже многим очень понравились наши сборы, потому что мы как-то совмещаем все сразу, у нас очень широкий подход. Извини, что я перебью, Алексей, я суперспособность. Вот я, как, скажем так, немного индивидуалист, я в чайном мире, скажем, не так много общаюсь с кем. Во-первых, нет времени, потому что я постоянно езжу. Леша же общается вообще со всеми, по-моему, кто так или иначе хоть какое-то отношение к профессиональному травничеству имеет. Мы так, скажем, собираем такое облако, команду, кому это интересно, и мы всегда открыты к новым знакомствам. Если кто смотрит видео, собирает травы или увлекается, или хочет что-то узнать, то мы всегда за сотрудничество и вообще за... Если у вас есть уникальный опыт и уникальные травы, и вы хотите, Алексей, welcome, всегда можете написать. Потому что мы расширяем сейчас и производство, и интересны как раз какие-то эндемичные, редкие дикоросы, которые, может быть, только у вас есть, или какие-то интересные способы обработки, ферментации. То есть мы сейчас наращиваем это все дело. Да, интересно именно что-то необычное, что-то свое. И могу сказать, что если в Китае из одного растения сделали, грубо говоря, 4000 видов чая, то у нас из 12 тысяч растений... Можно сделать еще больше. Да, поэтому это бесконечный полет эксперимента. И еще, конечно, травы это как чай хорошо, но мы узнали, что из них можно и от насекомых делать отраву, и одежду можно делать, и косметику, и еду очень полезную. То есть это... новые продукты. Благовония там мы попробовали. То есть мы можем натуральными нашими травами, дикорастущими, серьезно заменить себе бытовую химию, многие вещи, которые просто вредные и ненужные нам. И это, конечно, отдельная история, помимо трав. Как Замятиной, когда мы прошли, собственно, по полю, по обычному вроде бы, когда не знаешь, кажется, что обычные. Наелись, в общем-то, я так, потом даже ужинать не хотелось. Этих вот ревень, там что-то там, корешочки туда-сюда. Конечно, травяной чай, он еще дикорастущее растение, и поэтому я считаю, что самый удобный способ применять дикорастущие растения ежедневно, потому что он у нас в сухом виде хранится год. Это удобно очень. И, конечно, очень много разных способов заваривания. Хотел тоже рассказать, что будет видео про это. И можно очень вкусные вещи готовить по-разному. Насчет дикоросов тоже я дополню Алексея. Так же, как мы и в Китае ищем и постоянно работаем над поиском дикорастущего чая, либо хотя бы каких-то садов, которые были заброшены и потом долгое время за ними не ухаживали, ничем не поливали, не подрезали и так далее. Потому что чайное дерево, когда разрастается, оно собирает больше микроэлементов из почвы. Кроме того, если эти почвы не культивировались, а растут в такой дикой среде, то есть тоже собирает растения гораздо больше полезных свойств. Это касается чая. И то же самое тут касается и трав. То есть у нас на самом деле сейчас даже на государственном уровне, я смотрел, там какие-то министры, там чиновники. Интересуются, дикорозы, там сбор ягод, там что-то хотят уже. Но на самом деле они не зря туда, собственно, хотят контролировать и это еще до кучи. Потому что, в общем-то, это огромный потенциал России. Это наше богатство. Огромнейшие территории, этим мало кто занимается, мало кто умеет это вести. Как уже сказал Алексей, наша задача не просто там это продавать, там или что-то новое находить, но еще и
привносить и расширять именно культуру. Популяризировать науку, популяризировать как культуру, потому что вся наша российская корневая культура, она берется из природы, которая нас окружает. И вообще, вот ты мне, может быть, поправишь, но вот чай пили в России, наверное, лет 200-300 только пьют чай. Больше. Но вообще, как бы, смотри, массово можно сказать, что да, чуть больше 200 лет, когда прям уже начали большие поставки чая делать, и когда он стал более доступен, вот, да, потому что вначале там, бояре мы знаем, да, Иван, кстати, тоже Старков был уже, почему мы как раз об этом говорили, тоже, значит, гонец принес Ивану Грозному, это был 1600 какой-то год, то есть там 17 век. Впервые в России. Да, появился. Но вообще русская история и чайная история связаны очень сильно. Вот. Но сейчас как раз получается, как и про Иван-чай тоже многие ему приписывают какую-то огромную долгую историю, на самом деле напиток относительно новый. Вот. Но это ничего там плохого нет, потому что мы тоже сейчас изобретаем кучу новых вещей. Я когда рассказываю кому-то, как там ты ферментируешь там вишню, яблоню, там шиповник, вот ты сейчас говоришь, очень там, да, вкусно. какие-то вещи, то есть абсолютно. Кстати, что еще нового было? Не припомнишь так? Совсем вот свежих впечатлений. Ну, вот интересный ферментированный лист груши и некоторые травяные сборы, очень интересно. Мы пока еще по Крыму и по Демиржи лазили, мы нашли очень вкусные растения, такие, которые не новые, но для нас они произвели впечатление. Например, шалфей мускатный нам очень понравился. Так, у нас будет сбор с ним обязательно. Столько растений, что у меня постоянно что-то новое. Ну да, это хорошо, да. Есть куда расширяться в любом случае. Слушай, Леш, огромное спасибо. Обязательно, как я уже говорил, подписывайтесь на канал Чайник Проливаев, на него ссылочка будет внизу. Там будет еще много уходить видео с Алексеем уже из экспедиций. Ну и обязательно будем продолжать развивать травы, находить новые интересные сборы и работать. Всем всего светлого. Пока. Всем пока.